Привет, друзья! В прошлом году сбылась моя давнишняя мечта. Для своей коллекции я раздобыл радиометр малогабаритный RM2, в связи с чем сразу же снял его подробный обзор. Но я даже и представить не мог, что меньше чем через год мне удастся приобрести еще один RM2. Когда я увидел на Авито это предложение, я поначалу глазам своим не поверил, но моментально успел оформить заказ. На фотографиях, представленных продавцом, к радиометру был приделан какой-то колхозный провод, поэтому я сразу предположил, что этот прибор не обошла участь стать жертвой вандализма. И уж какая-то дыра в корпусе обязана быть. И я уже приготовился к реставрации радиометра, ремонту, съемкам этого процесса на видео. Однако, когда RM2 ко мне приехал, выяснилось, что провод просто входит внутрь между половинками корпуса и идет на батарейные клеммы. А состояние радиометра идеальное, он к тому же еще и заработал сразу. Поэтому и снимать видео не о чем. Я только его помыл и больше ничего не делал. Однако я все-таки не могу удержаться и не показать этот замечательный радиометр вам. А потом мы сравним два моих прибора. Поскольку подробный обзор RM2 я уже делал, в данном ролике я не буду останавливаться на деталях. Рекомендую вам посмотреть мое первоначальное видео. Ссылку я оставлю. RM2 представляет собой небольшую коробочку. Корпус выполнен из высококачественного волокнита с некоторым красноватым оттенком. Не знаю, насколько точно камера передает цвет, но он очень красивый. И такой волокнит я встречал только у приборов, которые производили на ленинградском заводе «Геологоразведка». И обратите внимание, на этом экземпляре очень интересная и редкая отливка. Она как бы расходится лучами из центра. Данный радиометр датирован 1957 годом. В другие года РМки не выпускались. Впрочем, на корпусе нет информации о годе выпуска, и мы можем узнать его только по маркировке компонентов. Обратите внимание на прекрасное состояние этого прибора. На корпусе нет ни единого скола, даже царапин нет. Все винтики присутствуют, шильдик также на своем месте. Давайте я включу радиометр, и мы немного насладимся его работой. При обычном фоне частота импульсов составляет от 15 до 30 щелчков в минуту. Звук очень хороший, громкий, его отлично слышно, в том числе на шумной улице, и даже когда прибор находится в кармане. Напомню, что принцип работы RM2 состоит в подсчете количества щелчков за минуту времени, после чего по градуировочному графику определяется мощность излучения. Если мы поднесем радиометр к активному источнику гамма-излучения, то частота импульсов резко возрастает, и их уже становится невозможным подсчитать на слух. Для работы в таких условиях мы можем воспользоваться пересчетным режимом, где озвучивается не каждый зарегистрированный импульс, а примерно каждый 15 или 20. Точный коэффициент пересчета указывается в паспорте прибора. Ну и как вы видите, именно так прибор и работает. Звук щелчков при этом менее громкий. Очень интересно, что вот эта светлая полоска на шильдике — это не царапина, как я думал изначально. Шильдик выполнен методом гальванического травления алюминия. Это не штамповка. И, видимо, осталась случайная полоска защитного лака при нанесении маски для травления. Это очень редкий дефект, я бы даже сказал уникальный, поэтому он имеет огромную ценность. Разумеется, я не буду полоску никак закрашивать. Вторая не менее ценная особенность шильдика — это дважды пропечатанная цифра 5. Поскольку операция клеймения проводится вручную, то ошибки могут быть, но для нас они представляют особый интерес. Давайте откроем корпус радиометра. Здесь мы видим уже знакомое нам устройство RM2. В батарейном отсеке находится изготовленная мной 200-вольтовая батарея, которую я позаимствовал из своего первого прибора. Ну и шасси с деталями и счетчиками. Если вы уже посмотрели обзор, то помните, что в моем первом RM2
Шасси было выполнено из прозрачного плексигласа, и детали было относительно хорошо видно. Но в этом приборе шасси отлито из голубого пластика. А по виду все то же самое, ну разве что цвет монтажных проводов также отличается. Для работы радиометра требуется очень неудобный источник питания с напряжением 200 вольт. И именно по этой причине производство РМ-2 было быстро прекращено. В настоящее время не каждый может запустить в работу такой радиометр. У меня неоднократно спрашивали, каким образом я запитывал РМ-2. Почему-то никто не задумывался о том, что 200-вольтовая батарея в наши дни вполне реальна. Поэтому давайте я покажу, как ее делал. Для изготовления нам понадобится 18 12-вольтовых батареек формата 27А. Они подходят идеально. Мы их спаяем последовательно, и конечное напряжение будет составлять 225 вольт. Это, конечно, даже больше, чем достаточно. Можно взять и всего 16 батареек. Но оригинальная батарея 230-вольтовая, поэтому будем делать такую же. Прежде всего я смоделировал простенькую коробочку и напечатал ее на принтере. Теперь надо последовательно соединить все батарейки с помощью пайки. В конце осталось припаять два провода для плюсового и минусового вывода батареи. Чтобы батарейка выглядела более-менее аутентично, нужно ее оклеить бумагой. И вот в итоге у нас получилась обычная высоковольтная батарея, которая будет прекрасно работать в радиометре. Напряжение на ее выводах 225 вольт. Ровно столько же, сколько в розетке, поэтому нужно быть крайне осторожным с таким источником. Теперь оба моих радиометра РМ-2 имеют собственные батареи, и можно пользоваться ими одновременно. Стереозвук от двух приборов просто прекрасен. Однако вы обратили внимание, что щелчки первого и второго РМ сильно отличаются на слух. Поэтому давайте сравним радиометры. На это меня изначально натолкнул тот случай, что я заметил разницу в выступающих частях корпуса под телефон. У первого РМ-2 она немного выпуклая, а у второго абсолютно плоская. На камеру разницу плохо видно, поэтому я покажу с помощью линейки. Вот видите, здесь она свободно качается, а здесь лежит ровно. Предполагаю, что именно поэтому голоса у обоих приборов разные. Следующее отличие я заметил сразу после этого. У второго РМ-2 под выступом для телефона есть небольшая выпуклость, а на первом приборе такого нет. И вот тут мне стало совсем интересно. Я пересмотрел имеющиеся фотографии и видео приборов в интернете и обнаружил, что абсолютно все другие радиометры РМ-2 такую выпуклость имеют. И мой экземпляр единственный без выпуклости.
Но на этом мои открытия не закончились. Мне на глаз показалось, что вот эти линии имеют разную толщину. И действительно, у старого прибора это 2,4 мм, а у нового 2,5 мм. Интервал между линиями еще более различен. Диаметр вот этого круга также отличается. Но самым большим удивлением было то, что габариты корпусов также разные, причем речь идет уже о миллиметрах. Давайте сравним ширину. Теперь высоту. И толщину. Получается, что для производства корпусов использовались совершенно разные матрицы. И после этого я вспомнил, что когда смотрел фотографии разных экземпляров РМ-2 производства геологоразведки, мне не попался ни один, у которого внутреннее шасси было бы таким же прозрачным, как у моего первого прибора. Они все синие. Получается, что этот экземпляр совершенно уникальный. Добавлю, что и внутренние детали нижних крышек имеют отличия. Самое заметное – размер углубления под счетчик. Возникло предположение, что такое различие могло быть обусловлено использованием разных счетчиков STS-1 либо более новый C1G. Однако счетчики одинаковые в обоих приборах – это STS-1, и их габариты полностью идентичны. Возможно, мне достался какой-то более ранний или даже предсерийный образец, но это лишь предположение. Гипотеза отчасти подтверждается тем, что телефон TA4 в нем датирован 1956 годом, а вот у нового радиометра год 1957. И счетчики также 1956 и 1957 года соответственно. К сожалению, оригинальный шильдик первого радиометра был утерян, поэтому мы не знаем его заводской номер. Тот шильдик, что вы видите, это моих рук дело. Причем в свое время рисовал я его по фотографии из интернета, поэтому он хоть и близок к оригинальному, однако при непосредственном сравнении разница заметна. Есть некоторые отличия и в гравировке на корпусе. Слегка отличается начертание букв, особенно заметно на букве S. А кроме того, надписи находятся в несколько разных местах. И то же самое с другой стороны. Итого нам теперь известны как минимум 4 варианта РМ-2. Первый – это мой первый прибор с плексигласовым шасси. Второй – это радиометр с отлитым шильдиком. Третий – мой второй прибор и все остальные, которых было большинство. А четвертый вариант – это уже радиометры производства не Ленинградской геологоразведки, а Барнаульского завода «Геофизика». У них, кстати, шасси белого цвета. И если бы у меня в руках не оказались два прибора, эта информация, скорее всего, была бы упущена, потому что очень сложно обратить внимание на не бросающиеся в глаза различия. Напомню, что РМ-2 продавался в простенькой картонной коробке, поэтому надо примерно похожую изготовить и для моей коллекции, потому что такие ценные приборы нельзя хранить просто в пакетиках. Для первого радиометра я ее давно уже сделал, ну а сейчас займусь изготовлением еще одной. Для этого я купил вот такую замечательную коробку. Правда, она больше, чем нужно, но я думаю, это не страшно. Главное, что картон очень качественный. Надо только уменьшить коробку по высоте. Для этого я сначала обрезал стенки на 3,5 сантиметра. Далее нужно отклеить бумагу от картонной основы, для чего я просто положил обрезки в воду. Когда бумага отмокла и просохла, надо ее приклеить на новое место, чтобы все выглядело красиво и аккуратно.
На крышку я наклеил этикетку с названием радиометра. Как она выглядела в оригинале, информации нет, поэтому я сделал на свой вкус. В результате получилась вот такая замечательная коробка, где будет теперь храниться малогабаритный радиометр RM2. Ну и, конечно же, я напечатал еще одно руководство для полного комплекта. Видео в этот раз получилось совсем небольшое, но буду рад, если оно вам понравилось. Не забудьте посмотреть обзор RM2 по ссылке под видео. Он очень интересный. Буду благодарен за поддержку канала в виде лайков и комментариев. Спасибо за просмотр.